Германия закрывает границы, Москву атакуют дроны, а белорусские и российские спецслужбы планировали атаку на Польшу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россияне продолжают продвигаться на Покровском направлении. Обстановка на фронте. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов. Еще одна причина не идти на переговоры и кибератаки на Польшу со стороны России и Беларуси. Нам удалось разбить группу диверсантов, которая в Польше преследовала конкретные цели и обращалась из определенного места. Закат социальных сетей. В Австралии запретят детям пользоваться социальными сетями до 14 лет. Это бич. Мы знаем, что многие молодые люди сталкиваются с издевательствами, которые могут происходить в интернете. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Россияне под Покровском имеют незначительные успехи. Говорить об остановке их наступления пока рано, говорит представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Но точной информации о географии захваченных или освобожденных территорий у Пентагона нет. То, что вы видите за пределами Покровска, это, знаете ли, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что взяла Россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска. В Пентагоне считают, что взятие этого города – главная задача россиян. Вместе с тем, сообщения о СИНТ и военных блогеров, в том числе российских, говорят о продвижении сил обороны Украины в том районе. Кому верить и какая обстановка на самом горячем по состоянию на сегодня направлении, мы узнали у военного аналитика. Последний эвакуационный поезд из города Покровска с населением до войны в 60 тысяч людей, а вся Покровская агломерация это под 100 тысяч людей, выехал из города Покровска на прошлой неделе. Не потому, что всех людей вывезли, а потому, что дальше вывозить людей поездами небезопасно. Не просто небезопасно, это преступно опасно. Российская армия находится на расстоянии порядка 8-10 километров от города Покровска. Это более чем достаточно для артиллерийского обстрела. Но эти обстрелы пока не начинаются, потому что, как российская армия поясняет, российские военкоры, опасно подтягивать артиллерию, потому что она очень уязвима для украинских ударов. Нужно создать там определенную буферную зону и после этого вести уже обстрелы непосредственно города Покровск. Но работает активно российская авиация, ФАБы. Они заменяют, кстати, ФАБами артиллерию и вот таким образом прогрызают оборону украинскую. С другой стороны, продолжение Покровска, мы видим о том, что ситуация под Угледаром там немного ухудшилась, там есть продвижение российской армии. Могу предположить, очень осторожный вывод о том, что вполне возможно украинское командование забрало часть боеспособных войск из-под Угледара и отправило их в район Покровска для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Москву минувшей ночью атаковали дроны. Не только Москву, сразу несколько регионов России. Просто в сети пишут о якобы массовой атаке беспилотников по Московской области. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрывались на взлет и посадку. Есть одна погибшая и минимум 10 пострадавших. Губернатор Московской области говорит о 2 тяжело раненых в Раменском. 2 часов ночи все это началось. Взрывы какие-то были, хлопка, наверное, 3, может, было, или что-то такое. И потом все утихло. Мы как раз на 15 этаже, вот прям, у нас одно окно сюда идет. И где-то часа в 4:20, я уже не помню, или в 5:20, я по лестнице уже спускался. Только это запомнил. Как помню, взрыв был. Я встал, понял, что что-то горит, посмотрел на нижние этажи. Видел, пожар горит. Более того, власти обещают всех расселить на время ремонта, всем все оплатить. Странно, ведь выборы уже прошли. Или это будет такое же спасение, как спасают жителей Курской области? По размещению все необходимо будет предоставлено на время восстановления. Это мы оплатим или съемную квартиру, или гостиницу, или тот вариант, который предложите вы.
Главное, что люди успеют, понимаете? Как вас зовут? Оль, с котами мы разберемся. Возьми... Какой этаж у вас? Можете чуть-чуть подождать. В РФ нашли причину не соглашаться на переговоры с Украиной. Бывший министр обороны страны говорит, что речи о переговорах не может быть, пока украинские войска находятся на территории Курской области. Странное заявление, ведь украинские подразделения не выйдут с территории Курской области, пока российские военные не освободят те 27% украинской территории, которую они оккупировали. Есть очень и очень существенный момент – это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. А именно таковыми они являются. Потому что стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции – это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал. То есть желание, стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Это, к счастью, не удалось. И до тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними речи вести не будем. Как и в прошлый раз, скорее всего, на сцену выйдет Путин и снова опровергнет все заявления о переговорах. Путинская мобилизация, которую каждый раз отсрочивают по той или иной причине, может снова стать актуальной этой осенью. Но пока эти слухи распространяются аккуратно и телеграм-каналами, приближенными к Кремлю. Главный украинский разведчик Кирилл Буданов несколько дней назад заявлял, что отсутствие резервов или желающих идти на контракт, словом, человеческий ресурс, станет проблемой для россиян уже в следующем году. Мы спросили у эксперта Ивана Ступака, может ли РФ объявить мобилизацию или это только вбросы. Слухи о тотальной мобилизации были оглашены, они гуляли еще с начала 2024 года, и был прогноз такой. Пройдут в марте выборы Путина, сразу же будет тотальная мобилизация. Прошли выборы, нет тотальной мобилизации. Потом такие, может быть все-таки инаугурация, День Победы, вот это все мракобесие, деды на палках, пройдут шествие по Красной площади пройдет, и тогда будет мобилизация. Прошел этот период, тотальной мобилизации нет. Вот вопрос качается. Да, он висит в воздухе. Частичная мобилизация, которая была оглашена в октябре 2022 года, она не остановилась, она продолжается. Деньги за подписание контракта с армией Российской Федерации продолжают увеличиваться. Придворные российские экономисты бьют в набат, кричат, что тотальная мобилизация разрушит экономику Российской Федерации. То есть это не те экономисты, которые там в Брюсселе сидят, выехали российские экономисты, и вот они там, их можно обвинить в, скажем так, в заангажированности. Нет, это те, кто в Москве, при Кремле, они боятся чего? Что произойдет такая же самая история, как была с Советским Союзом. Советский Союз коллапснул почему? Не потому, что он проиграл в войне, хотя у него армия была самая большая на континенте, и техники было больше, и кораблей больше, ядерного оружия больше. Он проиграл экономически. Польские спецслужбы разоблачили агентурную сеть, связанную с российскими и белорусскими разведывательными структурами, планировавшими масштабную кибератаку на государственные учреждения и органы местного самоуправления Польши. Министр цифровизации Польши Krzysztof Gawkowski заявил, что основная цель этого плана заключалась в похищении критической информации и дальнейшем шантаже, что могло привести к кибервойне против Польши. Gawkowski уточнил, что недавно спецслужбы смогли обнаружить группу, которая действовала по определенной локации и имела конкретные задачи в Польше. Злоумышленники начали свои действия по атакам на польское антидопинговое агентство «Полада» и планировали расширить свои атаки на другие важные национальные структуры, в том числе государственные предприятия и местные органы власти. Их целью было парализовать политическую, военную и экономическую инфраструктуру Польши, говорят в Кабмине.
Только в первой половине 2024 года было зарегистрировано более 400 тысяч инцидентов, связанных с кибератаками, и около 100 тысяч ответных мер было предпринято службами для выявления тех, которые действительно указывали на атаки. Сегодня мы хотели сказать, что в последние дни, благодаря сотрудничеству служб, связанных с министром-координатором спецслужб и служб, задействованных в Министерстве цифровых технологий, нам удалось разбить группу диверсантов, которая в Польше преследовала конкретные цели и обращалась из определенного места. Целью деятельности белорусских и российских служб в Польше в области кибербезопасности было вымогательство информации, индивидуальный и институциональный шантаж и де-факто ведение кибервойны. Немецкая контрразведка, к слову, также сообщила об активизации кибергруппировки, которая имеет связи с российским ГРУ и осуществляет атаки на страны НАТО и ЕС. Федеральное ведомство по охране Конституции Германии вместе с американскими партнерами и другими международными спецслужбами выдали соответствующее предупреждение. Германия усилит проверки на сухопутных границах. Власти продолжают борьбу с нелегальной миграцией и стремятся защитить население от исламистского терроризма. Министр внутренних дел сказала, что она проинформировала Европейский Союз о планах Германии. По словам Нэнси Фезер, контроль на границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией начнется с 16 сентября и продлится первоначально 6 месяцев. Мы делаем все возможное, чтобы лучше защитить жителей нашей страны от этого. Это включает в себя далеко идущие меры, которые я принимаю сейчас. Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища, нам необходимо усилить контроль на наших национальных границах. Этот контроль также позволяет эффективно отказывать во въезде. С октября прошлого года мы уже получили более 30 тысяч отказов во въезде на внешних границах Германии. Среди прочего, наш пакет мер безопасности предусматривает последующую высылку нарушителей, совершивших насильственные действия. Он предусматривает запрет на ножи, расширение зон запрета оружия, распознавание лиц правонарушителей, использование электрошокеров федеральной полицией и позволит проводить полицейские проверки без обоснованных подозрений. Министр внутренних дел Австрии, в свою очередь, Герхард Карнер, заявил газете Bild, что его страна не будет принимать мигрантов, которых Германия не пустит к себе. В Австралии детям запретят пользоваться социальными сетями. Правительство Южной Австралии представило предложение запретить детям младше 14 лет пользоваться платформами социальных сетей. Согласно предложенному закону, компании, работающие в социальных сетях, должны будут взять на себя ответственность, обязанность не допускать детей на свои платформы. Этот закон станет первым в своем роде в Австралии и может открыть путь к общенациональному запрету. Мы взяли на себя обязательство до конца этого года ввести закон о проверке возраста, чтобы убедиться, что мы оградим молодых людей от этого социального вреда. Это бич. Мы знаем, что многие молодые люди сталкиваются с издевательствами, которые могут происходить в интернете, и это имеет последствия для психического здоровья. Доступ к материалам, причиняющим социальный вред, и родители хотят получить ответ. Мы работаем с правительствами штатов и территорий. Если австралийский опыт станет успешным, велика вероятность того, что его возьмут на вооружение другие регионы страны, а потом и весь мир. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, мы вам за это благодарны. Если вы смотрите нас из России и Беларуси, есть способ делать это безопасно через VPN. Как именно, инструкцию мы прикрепили к этому видео. Ставьте лайки, оставляйте под ним комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.